Постоянно трескаются ногти. Что делать? Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. В ролике покажу способ укрепления ногтей гелем, чтобы не было трещин, даже на вниз растущих ногтях. Поехали! Вот такие ногти у нашей модели. Кстати говоря, замечали, что зачастую растут вниз указательные и средние ногти, поэтому их необходимо сегодня приподнимать, восстанавливать. Можно это делать различными способами: нижними формами нарастить ногти заново, использовать верхние формы, твердый материал, акригель, гель. Сегодня хочу показать, как всего одной баночкой геля можно сделать полностью всю работу от и до. Поэтому мы снимаем старое покрытие до тонкой подложки. На свободном крае можно сильный материал не убирать, потому что он даже поможет при поднятии будущего кончика. Задача убрать цвет предыдущего покрытия до тонкой подложки. И подготавливаем ногти стандартным образом, как мы это делаем перед моделированием. То есть выполняем чистый маникюр, шлифуем поверхность и наносим подготовительные препараты. Праймер для обеспечения сцепки. И сейчас хочу поговорить с вами о том, почему же сейчас такой тренд именно на укрепление гелем. Дело в том, что когда я начинала более 13 лет назад, был только материал гель и акрил. Акрил многим не нравился по нескольким параметрам, потому что он имел очень резкий специфический запах, а также эта система достаточно непросто работать, потому что нужно сначала кисточку окунуть в жидкость, затем набрать шарик материала определенной консистенции, который быстро стынет на воздухе. В общем, минусов много. И тогда большинство мастеров работали на гелевой системе. Только затем уже появились гель-лаки. Так вот, когда мы работали только на гелях, я не припомню таких случаев проблемных, например, возникновения анихолизиса, ну и таких прочих неприятностей. Потом все изменилось с переходом базовых покрытий. Мы выполняли объемное выравнивание, чтобы был виден блик, чтобы потолще, чтобы хорошо держалось. И к чему это все привело? Со временем мастера это поняли и стали постепенно переходить на твердые материалы. Плюс работа с гелем в том, что он ложится тонко, при этом он достаточно прочный, в отличие от базы. Базы все-таки имеют резиновую текстуру, она растягивается, деформируется, а гель более прочный, подобен стеклу, ну или жесткому пластику, который так сильно не изгибается, хотя имеет некоторую амортизацию. Как правило, ниже риск возникновения аллергических реакций, как у клиента, так и у мастера, потому что в геле, как правило, нет таких агрессивных кислот, которые есть в базе. Именно по этим причинам сейчас очень многие мастера говорят о том, что они переходят с баз на работу с гелем или полигелем. Но я бы даже сказала, что полигель, он все-таки отошел как-то на второй план. Его больше используют в моделировании, для выкладного френча, для достраивания отсутствующих углов. Но в основном можно все это сделать одной баночкой жесткого геля. Нам не нужно брать с вами полигель, достраивать им свободный край отдельной кисточкой и жидкостью для смачивания. Мы просто берем одну баночку, этим же гелем поднимаем клюющий кончик, этим же гелем укрепляем, этим же гелем восстанавливаем правильную архитектуру. Плюс те навыки, которые мы получили при выравнивании ногтевой пластины, они помогают нам при работе с гелем. Единственное, что гель, как правило, более густой. И для того, чтобы поверхность лучше разравнивалась, мастера часто берут большое количество материала, с которым трудно справиться порой. И ногти получаются более объемные, в отличие чем укреплением базой. И многие по этой причине не используют гель. Но на самом деле гель мы можем опиливать, создавать любую форму, архитектуру, нам никто не запрещает этого делать. Это же мы с вами будем проделывать и сегодня. Мы выстроим архитектуру не смотря на блики, а смотря на боковую проекцию ногтя, чтобы у нас были правильные линии и правильная архитектура. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. В начале видео я вам обещала рассказать, почему происходят такие трещины. Сейчас мы видим у нашей модели большую трещину от точки роста. И как раз таки вниз растущие ногти приводят к ним.
Почему? Потому что увеличивается нагрузка на свободный край, кончик как бы перевешивает, утяжеляет всю конструкцию, ногтю ничего не остается делать, как просто треснуть по точкам вроста, по самым уязвимым местам. Ну, еще зачастую мастера их перепиливают, истончают, и вот такой необратимый, к сожалению, эффект. Для того, чтобы отремонтировать такую точку вроста, мы использовали Fiberglass – специальный нетканый материал, который поможет заармировать место, и трещина не разойдется больше вновь. Он ложится достаточно тонко и прочно держит ее. Можно использовать и стекловолокно, стеклонити, тут уже как удобно. Если работать только твердым материалом, то велика вероятность, что трещинка все-таки разойдется. Итак, первым шариком мы выложили материал на свободный край. Выложили достаточно объемно, для того, чтобы приподнять кончик. Опять же, многие тонко выкладывают гель, имитируя выравнивание базой. Кончик получается тонким, плохо укрепленным, и в итоге неверная архитектура, которая снова приводит к трещинам. Поэтому не бойтесь положить на свободный край наибольшее количество материала. Затем достраиваем зону около кутикулы. Самое главное, в зоне кутикулы очень разложить материал, чтобы не было отслоек и нам не пришлось там пилить. Как вы видите, я особо не переворачивала руку, я не смотрела на блики. Моя задача была проверить архитектуру, наивысшая точка и слегка плавный спуск к кончику. А если мы смотрим на нижней параллели, идет прямая и плавный подъем вверх. Никаких резких диагональных линий при опиле мы не совершаем. И у нас получается правильная архитектура. А за счет того, что мы пилку ставили под ногтевую пластину, мы смогли приподнять клюющий кончик. Вот так просто, работая только одним материалом, гелем, и только пилочкой, создавая правильный опил. Ну и, конечно, не забываем про изнанки, выпиливаем получившуюся толщину, потому что всегда при приподнятии клюющих ногтей она выходит на поверхность, и нам необходимо ее убрать. Мы решили покрыть ногти пастельным цветом. Кстати говоря, кому интересна эта тема, кто хочет посмотреть, как покрывать ногти пастельными цветами в один слой, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Наберем 2000 лайков, и мы выпускаем такое подробное видео на канале. Ведь я знаю, как тяжело мастерам, особенно начинающим, работать с такими противными пастельными плешивыми цветами. Они то и дело полосят, просвечивают и не хотят красиво ложиться. А их можно на самом деле положить даже в один слой, если они хорошо просыхают в лампе. Поэтому собираем 2000 лайков, подписываемся на канал, не забываем включать уведомления о новых публикациях, чтобы их не пропускать. И покрываем ногти топом. Посмотрим на вид сбоку. Ноготь уже не такой клюющий, как был до этого. И благодаря такой архитектуре трещин у нашей модели не будет даже через 3 недели носки. Благодаря приподнятию клюющих ногтей и укреплению можно избежать трещин. Было полезно? Ставь пальчик вверх, смотрите другие полезные видео на канале. А я желаю всем успехов в работе. Пока-пока!